Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится одна скумбрия весом 600 грамм. Скумбрия должна быть не до конца размороженной, так легче ее очистить. У рыбы отрезаем хвост, теперь отрезаем голову, делаем это наискосок под плавники. Разрезаем брюшко с одной стороны от верхнего плавника, удаляем внутренности и черные пленки. Подруга из Индии научила меня так вкусно готовить скумбрию. Рыбу больше не жарю. Запеченная скумбрия в духовке с овощами – шикарное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Вся семья будет в восторге. Если вы не знали, как готовить рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Отрезаем плавничок. Тщательно промываем рыбу и отрезаем плавники со стороны спины и брюшка. Затем скумбрию нарезаем на порционные кусочки шириной 1,5–2 см. Перекладываем рыбу в миску. Замаринуем скумбрию. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли. По желанию и по вкусу перчим. Добавляем пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем пол чайной ложки специй к рыбе и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах и 1 столовую ложку лимонного сока. Вливаем 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем рыбу пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 1 час. Затем очищаем 1 крупный репчатый лук. Нарезаем лук четверть кольцами. Замаринуем лук. К луку добавляем треть чайной ложки соли, треть чайной ложки сахара и половину чайной ложки сушеного укропа. Хорошенько перемешиваем лук, жамкая его руками. На стол выкладываем 2 полулитровые баночки. В каждую банку закладываем по 1/4 части лука. Теперь закладываем по 2 кусочка рыбки. Одну морковь очищаем. И
и натираем на крупной терке. Закладываем в каждую баночку по половине порции моркови. Докладываем рыбку. В каждую баночку добавляем по одному лавровому листу и по 3-4 горошины черного перца. Теперь соломкой нарежем один сладкий красный болгарский перец. Закладываем в банку по половине порции перца. Сверху закладываем по 1/4 части нарезанного замаринованного лука. На овощи выкладываем по 5 грамм сливочного масла. И по 1 дольке лимона. Накрываем фольгой и отправляем баночки в холодную духовку. Затем духовку включаем на 180 градусов и готовим рыбку 50-60 минут до готовности. Смотрите по своей духовке. Скумбрия, запеченная с овощами, в банке готова. Подаем к столу. Простой рецепт без обжаривания. Жареная рыба уже в прошлом. Вкусный рецепт рыбы, который впечатлил всех. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Жаль, что не знала этот рецепт раньше. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. При этом получается невероятно вкусный, мягкой и сочный. Отличный обед или ужин на каждый день для всей семьи. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 2 скумбрии весом 1 кг. Рыбу не до конца размораживаем, так легче будет ее обработать. У скумбрии отрезаем плавники. Теперь хвост и голову. Теперь рыбу необходимо филировать. Для этого делаем надрез вдоль хребта с одной стороны. Отрезаем филе. Удаляем внутренности. Теперь укладываем рыбу хребтом вниз и срезаем верхнее филе. Делая надрез наискосок, срезаем большие кости
и черные пленки. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Божественная скумбрия просто тает во рту. Эту скумбрию можно приготовить как к праздничному столу, так подать и в будний день, к обеду или ужину для всей семьи. Никогда больше не жарьте рыбу на сковороде. Это так вкусно, язык можно проглотить. Очень простой рецепт рыбы. Я готовлю это 3 раза в неделю на ужин. Рыбу больше не жарю. Вкусный рецепт запеченной скумбрии в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который впечатлил всех. Теперь каждое филе разрезаем пополам в длину. Перекладываем рыбу в удобное блюдо. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки горчицы, половина чайной ложки специй к рыбе, половина чайной ложки сладкой копченой паприки и половина чайной ложки гранулированного чеснока. Хорошенько перемешиваем. Маринад готов. Смазываем рыбку маринадом. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также мне было бы очень приятно, если бы вы написали свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. И оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. Пока скумбрия маринуется, приготовим гарнир. Нам понадобится 3 картошки. Картофель очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Отправляем картошку в миску. Также нам понадобится половина моркови. Морковь очищаем и нарезаем таким же кубиком, как резали картошку. Отправляем морковь в миску. Теперь нам понадобится половина яблочка. У яблока убираем сердцевину. И нарезаем небольшим кубиком. Добавляем яблоко к овощам. Теперь к овощам вливаем 1 столовую ложку оливкового масла. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки. Добавляем черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки сладкой копченой паприки и половину чайной ложки куркумы. Хорошенько перемешиваем.
Перекладываем овощную смесь в форму для выпекания и равномерно распределяем. Теперь скумбрию сворачиваем рулетиком. И закрепляем зубочисткой. Выкладываем скумбрию в форму для выпекания на овощи. Теперь нам понадобится 40 грамм сливочного масла. Нарезаем его тоненько по количеству рулетиков скумбрии. Выкладываем по кусочку на каждый рулетик. Накрываем форму для выпекания фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу убираем и отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянились рулетики. Рулетики из скумбрии готовы. Подаем к столу. Рыба получается невероятно вкусной, нежной, сочной, красиво и ярко смотрится на праздничном столе. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу в духовке, этот рецепт просто находка. Просто приготовьте рыбу с яблоками и морковью, и все останутся довольны этим рецептом. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Я всегда буду так готовить скумбрию. Рыба с картошкой – здоровая и дешевая еда. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов готовится на скорую руку. Рулеты из скумбрии в духовке – прекрасное блюдо из рыбы. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Рулетики из скумбрии к праздничному столу. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится одна скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженая, я ее разморозила не до конца, так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову. Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко, поочередно с двух сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила.
Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем ее кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 2 столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина. Добавляем по половине чайной ложки специй к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем черный перец. Хорошенько перемешиваем маринад. Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку. И оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем 1 довольно крупный репчатый лук. Теперь лук солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх.
Красивенько заворачиваем краюшки рыбки. И смазываем ее оставшимся маринадом. Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. И закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном. Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной, прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке – простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.